Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из Магнита. Продается она под торговой маркой «Моя цена». А раз эта еда самая дешевая, то возникает вопрос, съедобная ли она или совершенно невкусная и некачественная. Сосиски куриные. Масса 300 граммов. Основным компонентом в составе является масса птицы механической обвалки. Также есть шкура свиная, воды очень много, манная крупа, соевый белок, ну и всякие компоненты с индексом Е. Состав, конечно, очень-очень далек от каких-то хороших сосисок. Состав здесь именно для самых дешевых сосисок. Стоимость сосисок 34 рубля 99 копеек. Изготовитель Царицыно, город Москва. На внешний вид сосиски смотрятся замечательно. Сейчас посмотрим, что будет внутри. Ну и так тоже сосиска смотрится хорошо и довольно-таки у нее упругая структура. Но вот запах от этой сосиски идет неприятный. Разрезал одну сосисочку. Структура у нее хорошая, упругая, не как паштет. Раньше я в Магните брал самые дешевые сосиски, и они были как паштет, так вот разминались, легко можно было на хлеб намазывать. А здесь действительно такая вот колбасная структура. Сейчас попробую на вкус. Структура, в общем, изменилась в лучшую сторону, ну а вкус в лучшую сторону не изменился. Видны здесь вкрапления какие-то, это похоже, что манная крупа. И во вкусе чувствуется что-то такое немясное, то есть вот вкуса мяса абсолютно нету, потому что его здесь практически и нету. Одна вода и манная крупа, в общем, вот такие сосиски. Я думаю, что даже на свои деньги эти сосиски не тянут, потому что есть их не то, чтобы они какие-то невкусные, они прям даже вот неприятные. Уже сразу вот один запах вызывает какое-то отвращение. Я как-то пробовал эти сосиски давать кошке бездомной, она не стала есть, в общем, эти сосиски. Так что я даже не знаю, в общем, едят ли вообще кошки. Мне кажется, домашние кошки так вообще не будут даже смотреть на эти сосиски. Вот. Ну, если вы, конечно, кормили кошек этими сосисками и они у вас ели их, то напишите в комментариях. Я, в общем, даже не знаю, куда найти такое применение этим сосискам, потому что и бездомные животные даже есть их не хотят. Котлеты домашние. На упаковке сразу же видна надпись, очень страшная, то, что это полуфабрикаты мясосодержащие. И они категории Г, значит это, в общем, полное Г будет. В составе есть даже говядина, не знаю, правда, сколько процентов. Очень, думаю, будет много мяса птицы механической обвалки. Воды тоже будет очень много. Панировочные сухари, лук, соевый белок, растительные волокна из отрубей, чеснок, ну и еще кое-какие специи. Котлеты домашние, стоимость 55 рублей 99 копеек. Изготовлено во Владимирской области, Суздальский район, поселок Боголюбово. Ну и давайте посмотрим, как выглядят эти котлетки. Та-дэнс! Видно, что они мороженые, перемороженные. Здесь они смерзлись. Вот даже не разломить. В общем, на внешний вид котлеты смотрятся непривлекательно, я бы так сказал. Но сейчас пожарю и можно будет попробовать. Только сейчас посмотрел на дату изготовления и оказалось, что эти котлеты просроченные. Вот смотрите, срок годности 180 суток. А дата изготовления 5 сентября 2022 года. Сегодня у нас уже середина августа 2023 года. Получается, что практически на полгода уже просрочились эти котлеты. Но, несмотря на это, я все равно их пожарю и попробую. Пожарил 2 котлеты. На внешний вид они смотрятся вполне нормально. Так вот даже и не скажешь, что это какие-то супер дешевые котлеты. Ну, судя вот по составу, так вообще фигня полная. И когда я их жарил, запах тоже шел вполне нормальный. Судя по разрезу, конечно, заметно, что здесь не настоящее мясо. Немножко чем-то вот напоминает, кто если пробовал веганские котлеты, то они вот по разрезу похожи. Вот, хоть котлета и просроченная, но по запаху все нормально, она все-таки лежала в морозилке, поэтому испортиться ничего не должно было, но только что, может быть, какие-то вкусовые качества, конечно, будут гораздо хуже. Попробовал, в общем, по вкусу даже неплохо, я так думал, что будет гораздо хуже, несмотря на то, что это просрочка, но, в общем, вкус у этих котлет не отвратительный. Ну, конечно же, чувствуется, что тут мяса немного, чувствуется, что очень много лука, есть соевый белок,
Ну, конечно же, если взять нормальные, настоящие котлеты, особенно вот если домашние, вот тут тоже было написано, что домашние котлеты, но, конечно, они далеко не домашние, потому что состав у них не очень, да и вкус, конечно же, вот он, ну, чувствуется, что здесь не стопроцентное мясо, может быть оно и есть, но, конечно же, очень мало. Как вот я и говорил, что вот веганская котлета, вот веганские котлеты, они вот по вкусу тоже немножечко напоминают мясные, и вот здесь вот тот же самый вариант, то есть по сути как веганская котлета и на вкус. Конечно, если денег очень-очень мало, то можно купить и поесть такие котлеты, они вполне съедобные. Но если, в общем, средства позволяют, то лучше, конечно же, купить котлеты из настоящего мяса, где будет мясо, а не вот одни сплошные добавки, как здесь. Сладко-сливочное масло, 82,5% жирность. Написано слово ГОСТ, но не написано, какой это ГОСТ. Значит, это совсем может быть и не ГОСТ. Масса 180 граммов. В составе только лишь пастеризованные сливки. Тогда почему оно сладко-сливочное, непонятно, потому что в составе сахара нету, откуда тут сахар может взяться, непонятно. Масло традиционное, стоимость 119 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Щелково. Цвет у масла немножечко желтоватый и запах приятный сливочный. Посмотрим, какая мягкость у этого масла. Только что достал его из холодильника, но масло очень-очень мягкое. Не знаю даже, настоящее это масло или с какими-то добавками, но оно какое-то супер мягкое. Посмотрим, как оно будет намазываться. Ну, так как масло мягкое, намазывается оно очень хорошо. Но вот почему-то у более дорогого масла такого эффекта вот супер мягкости нету. Здесь вот и жирность 82,5%, а если купить, например, масло подороже такой же жирностью, оно будет жесткое, и нужно подождать какое-то время, чтобы оно стало мягким и вот так вот хорошо намазывалось. По вкусу это масло мне понравилось. Действительно сладко-сливочный вкус, немножечко такой сладенький вкус присутствует. Бутербродик приятно покушать с таким маслом. Единственное, что мне показалось каким-то вот таким необычным, это то, что оно очень мягкое. Но вкусовые качества хорошие. Попробуем сметану. Жирность 15%. Состав сметаны полностью натуральный. Адрес производства Тверская область, город Торжок. Стоимость сметаны 54 рубля 99 копеек. Срок годности большой, целый месяц. Масса сметаны 300 грамм. 15% это не особо большая жирность, но тем не менее сметана очень густая. Мне кажется, что для сметаны в 15% она даже по густоте не хуже, чем сметана и 20%. Очень густая сметана. Попробовал. Сметана имеет немножечко кисловатый и совсем чуть-чуть горьковатый привкус. Конечно, по вкусу она не супер идеальная, бывает сметана и повкуснее. Ну и я думаю, что все-таки для своей цены и качества вполне приемлемая. Я думаю, что вот по консистенции она вообще прям отличная сметана. Но вот по вкусу она и по пятибалльной системе я бы поставил троечку. Я, конечно, не хочу сказать, что вся дорогая сметана будет гораздо лучше. Тоже, в общем, в зависимости от производителя. Попробуем слабосоленую форель. Масса 150 граммов. Состав не полностью натуральный, есть еще консерванты, бензоат натрия и сорбат калия. Форель это продукт аквакультуры, то есть ее вырастили в искусственных условиях. Стоимость форели 249 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, деревня Калиновка. Открыл упаковку и по запаху эта форель пахнет вполне нормально. Она никакая не протухшая, в общем нормальный запах. Здесь лежит какой-то огромный кусок кости. Даже не знаешь, как, в общем, эту рыбу и нарезать. Ну и также вот здесь вот еще есть очень много мелких косточек. Ну и в более дорогой форели тоже мелкие косточки присутствуют. На внешний вид вроде бы вполне нормальная рыба, только почему-то она очень сильно расслаивается. Не знаю почему, в общем, это происходит при нарезке. Сейчас попробую на вкус. Попробовал, вроде бы вполне нормальная форель, но мне показалось, что она немножечко жестковата. Возможно, что вот из-за того, что консерванты сюда добавили, и рыба как-то, в общем, стала какой-то более упругой, что ли, в общем, не знаю. Какого-то вот эффекта, что вот она тает во рту, вот этого эффекта нету. Немножечко она такая вот грубоватая. Если купить более дорогую форель, особенно вот если, например, семку купить, то там рыбка, конечно, будет понежнее. Ну и также можно за эти деньги, за 250 рублей купить форель и какого-нибудь другого производителя, и мне кажется, она будет более качественная.
В общем, если есть альтернатива купить другого производителя, а цена будет одинаковая, лучше выбрать другого производителя, потому что эта рыба не идеальная. Икра из баклажанов. Масса 360 граммов. Состав полностью натуральный, здесь никаких консервантов, красителей, ароматизаторов нету. Стоимость икры 69 рублей 99 копеек. Адрес производства: Краснодарский край, город Славянск на Кубани. По консистенции икра не особо густая, запах от нее идет вполне обычный, ну такой же, как и от кабачковой икры, потому что тут томатная паста, специи, и они дают основной запах. Попробую на вкус. Попробовал, по вкусу эта икра мне понравилась, но мне кажется, что кабачковая икра ничуть не хуже. А вот эта вот икра баклажанная, она стоит подороже, рублей на 20, на 30 она стоит дороже. Поэтому, думаю, большого смысла нету брать именно баклажанную, можно взять кабачковую, она по вкусу ничуть не хуже. Еще из минусов очень сильный металлический запах от этой банки. Есть и даже как-то неприятный из этой банки, потому что, как пахнет очень сильно вот этим вот металлом. Ну и это, конечно же, не очень полезно, когда вот этот весь металл впитывается в содержимое этой банки. Не смог найти в Магните мороженого под торговой маркой «Моя цена». Но нашел другое, тоже очень дешевое мороженое. Называется «Снежное лакомство». Мороженое с ароматом ванили. Масса мороженого 70 граммов. Как оказалось, это мороженое изготовлено специально для Магнита. Состав этого мороженого оказался неплохой. Оно и не жирное, жирность 3,5%. Здесь нету никаких заменителей молочного жира. Оно сделано из молока цельного, молока сухого, обезжиренного, и еще сливочное масло сюда добавлено. Ну, есть кое-какие другие компоненты, которые тоже присутствуют в любом другом мороженом. В общем, состав неплохой. Стоимость мороженого 13 рублей 29 копеек. Изготовлено в городе Кострома. По внешнему виду заметно, что мороженое это немножечко подтаивало и стало таким уже приплюснутым. Не знаю точно, где оно могло подтаять, либо в магазине неправильно хранили, либо пока я его нес из магазина, оно немножечко подтаяло, потому что на улице жара. Сейчас я проверю его на мягкость. Мороженое мягкое, очень легко режется ножом. Ну и вафельный стаканчик тоже внешне смотрится очень хорошо. Бывают иногда стаканчики, они пережаренные. Здесь стаканчик вообще замечательного качества. Сейчас тут еще разрежу. Да, действительно, режется очень легко. Мороженое мягкое, хорошее мороженое. Сейчас попробую на вкус. По вкусу это мороженое мне понравилось. И стаканчик вафельный тоже вкусный. Понравилось то, что приторности нету, с сахаром не переборщили. И я могу сказать с уверенностью, то, что это самое дешевое мороженое, вот, которое я смог найти в Москве, которое хорошего качества, без заменителя молочного жира и вкусное. Потому что я вот брал и в Ашане мороженое, там оно тоже 13 рублей стоит, но там уже заменители молочного жира и вкус уже не такой, конечно. А это, в общем, и качество, и цена, все, в общем, замечательно. И такое мороженое стоит покупать. Попробуем круассан с шоколадной начинкой. Внешне круассан смотрится неплохо. Он не очень большого размера, примерно как, наверное, половинка такого нормального круассана. Но довольно-таки увесистый. Видно с боков, что торчит начинка. Круассан с шоколадной начинкой, стоимость 21 рубль 99 копеек. Посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу видно, что круассан довольно-таки пышный, но начинки здесь не супер большое количество. Такое ощущение, что она вся через края просто пыталась вытечь мимо, и внутри здесь очень-очень мало начинки осталось. Круассан этот мне понравился. Он хрустящий. Такой круассан выпекают в Магните, и он там просто лежит на полочке. Приходишь, там берешь его, кладешь в пакетик. И, в общем, за счет того, что он вне упаковки, поэтому он не отмекает. Но начинки здесь, конечно же, немного, и она, конечно, чувствуется во вкусе. Но, скажем так, не супер много и не супер хорошо чувствуется. Но я думаю, что 22 рубля цена невысокая за круассан. Но хотелось бы, конечно, чтобы начинки было бы и побольше. Ну а так, в общем, второй раз я бы купил такой круассанчик, потому что по вкусу он мне понравился. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!